Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Так вот, сижу я тут, знаете ли, навострив уши, и вспомнилась мне одна занятная история, а именно год 2004 от Рождества Христова. Журнал Rolling Stone, который для Америки как настольная книга для меломана, решил не мелочиться и накатать список 500 величайших песен всех времен и народов. Я, как человек, который по жизни страдает неизлечимым любопытством, решил, а почему бы и нет? Врубил наушники и, как честный пионер, прогнал через себя все 500 километров этой музыкальной ленты. И знаете, что я вам скажу? Сижу я, значит, слушаю, сверяюсь со списком, а там нет Pink Floyd. Потом снова гляжу, нет и Depeche Mode. Тут-то до меня и дошло. Этот хит-парад, ребята, он смотрит на мир через прицел ковбойского револьвера. Это не мировой рейтинг, а скорее America's Got Talent, только с претензией на вечность. А если к этому коктейлю примешать еще и полное незнание языка, то ваше законное «чего это они?» превращаются в, ясно, понятно. Поэтому, мои хорошие, нет ничего удивительного в том, что для нашего брата Боб Дилан долгое время был просто каким-то чуваком с гитарой, который гнусавит так, будто ему весь день наступают на больную мозоль. Величие этого поэта для массового слушателя в Союзе было примерно так же понятно, как величие Володи Высоцкого какому-нибудь клерку в Сити. Desert women divided, spreading their wings, beneath the falling leaves. Легенда гласит, что Боб научил ливерпульскую четверку не только раскуривать некие травяные вещества, но и, что куда важнее, относиться к текстам песен как к литературе. И вдруг оказалось, что если взять драйв, завещанный нам Элвисом, приправить это фирменным битловским мелодизмом и полить сверху густым тягучим поэтическим сиропом по рецепту мистера Дилана, то получается такая гремучая смесь, от которой мир до сих пор икает. Это, кстати, и сам Боб быстро смекнул. Ведь путь к славе он начинал совсем не с того, чтобы врубить усилитель на полную. Но самое смешное и трогательное в этой истории то, что поначалу никакого Дилана и в помине не было. Был обычный еврейский мальчик Роберт Аллен Циммерман. Родился он в 1941 году в городе с забавным названием Дулут, штат Миннесота. И вот тут, как говорится, внимание на экран, потому что начинаются материи, которые лично меня пробирают до самого нутра. Предки его по отцовской линии, представьте себе, в 1905 году драпанули в Америку от погромов аж из самой Одессы. Да-да, из нашей с вами жемчужины у моря. А бабушка с дедушкой по матери тоже люди приезжие из Литвы. То есть, по сути, парень чистейшей воды продукт той самой и великой иммигрантской заварухи, которая и слепила эту страну. Жили себе Циммерманы тихо, мирно. Папа Абрахам крутил магазинчик, а мама Беатриса растила детей. У Роберта был еще брат Дэвид. Идиллия, да и только. Но, как водится, если жизнь налаживается, жди беды. Когда маленькому Роберту было всего 6 лет, в семью пришла напасть. Отца сразил полиомиелит. Страшная штука по тем временам. Чтобы спасать папу и искать лучших докторов, семейство снялось с насиженного места и переехало в город-спутник под названием Хибинг. И вот представьте, глушь, Миннесота, железорудные карьеры вокруг. Казалось бы, куда уж дальше от большой сцены и мировой славы. А нет. Именно оттуда, из этой забытой богом дыры, и начала свой разбег дорога одного из самых великих поэтов, которых только рождал 20 век. Такие вот дела, мои хорошие. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
С будущими гениями всегда так. Сначала они просто сидят у приемника, подперев щеку кулаком и слушают. И наш Роберт Циммерман, он же будущий Боб Дилан, тоже с малолетства приник к этому ящику с лампами, как к окну в большой мир. Ловил все подряд, но сердце его, представьте себе, замирало от двух вещей – от блюза и от фолка. И вот когда семейство Циммерманов окончательно осело в городке Хибинг, наш герой уже не выпускал из рук гитару и губную гармошку. Два этих инструмента стали его верными друзьями, с которыми он, как позже выяснится, не расстанется уже никогда. Тогда же он начал и баловаться стихами. Ну, как баловаться? Марать бумагу, пытаясь облечь свои подростковые переживания в рифму. И, конечно, куда ж в американской глубинке без школьных концертов. Юный Циммерман исправно таскал свой инструмент на все эти сборища, где девочки хихикали, а мальчики пинались. А потом подростковый возраст, время джаза и гормонов. Он мотался по группам, названия которых уже и не вспомнишь, и даже умудрился записать какую-то пластинку с длиннющим названием что-то вроде «Роберт Циммерман присоединится к Литл Ричарду». Звучит пафосно, но по сути обычная любительская возня. Вершиной же его тогдашней карьеры стал выход на одну сцену с довольно известным блюзменом Бобби Ви. Правда, наш герой стоял при этом не в центре внимания, а с краю за пианино. Аккомпаниатор, понимаете ли, человек на подхвате. Ну, где Бобби Ви и где будущий Дилан? The stars, they're just pretending to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. Представьте себе, 59-й год, Америка послевоенная, Эйзенхауэр в Белом доме, экономический бум, холодильники с закругленными углами и над всем этим легкое облачко благодушия. И в этой благополучной Америке есть молодой человек по имени Роберт Циммерман. И вот этот парень совершает, казалось бы, обыденный поступок. Поступает в Миннесотский университет и переезжает в Миннеаполис. Ну, подумаешь, студент, мало ли их. Но именно там, в этой студенческой среде, где кипят споры о политике, где звучат странные пластинки, где воздух пропитан духом перемен, именно там происходит заражение вирусом фолка. И тут случается главная встреча, пусть заочная, пусть через пластинки и радиоприемник, но встреча, которая определит все. Вуди Гатри. Для тех, кто не в курсе, это был не просто певец, это был голос пыльных дорог, голос Великой депрессии, голос Америки, который бродит по стране с рюкзаком за плечами и поет про то, что видит. Гатри потрясает молодого Циммермана до глубины души, становится его камертоном, ориентиром, маяком, а потом происходит чудо рождения имени. Боб Дилан. Не просто псевдоним, а новая личность. Говорят, фамилию он позаимствовал у великого валлийского поэта Дилана Томаса, того самого, который писал сложные метафоричные стихи и пил так, что черти в аду завидовали. Но, что интересно, Дилан не просто взял псевдоним для сцены, как многие делают. Он пошел до конца, получил паспорт на имя Роберт Дилан, юридически закрепил свою новую идентичность. Роберт Циммерман официально перестал существовать. Его место занял Боб Дилан. И эту фамилию Дилан носят теперь его дети. Представляете? Человек сам себя придумал, сам себя создал, сам выбрал, кем быть. И эта выдуманная личность оказалась настолько сильной, что вытеснила реальную. Музыка, которая до сих пор просто жила в голове у парня, начинает вытеснять оттуда все остальное. Учебу, перспективы, нормальную, сытую жизнь. И в 60-м Боб совершает поступок, который его мама, царствие ей небесное, наверняка бы не одобрила. Он бросает университет, не проучившись в нем и года. А уже в 61-м он материализуется в Нью-Йорке. И первым же делом, как человек с четко поставленной целью, что для поэта вообще-то редкость, он отправляется искать своего кумира, того самого Вуди Гатри, чьи песни он заездил до дыр на проигрывателе еще в Миннесоте.
Но тут жизнь, как это часто с ней бывает, подкладывает свинью. Гатри к тому времени уже не бродил по дорогам с рюкзаком, а тихо и печально угасал в госпитале Грейстон в Нью-Джерси. Болезнь, знаете ли, штука неприятная, никого не разбирает, ни великих, ни простых смертных. За ним там присматривала добрая семья Глисонов, которые жили неподалеку. Они забирали старика к себе на выходные, и у них дома собирался, скажем так, неофициальный клуб почитателей. Люди приходили, играли для Вуди музыку, чтобы он хоть на минуту забыл о своих болячках и вспомнил, зачем вообще стоит жить. И вот представьте себе картину. Молодой, тощий, нагловатый парень с гармошкой в кармане вваливается в этот уютный домик Глисонов и остается там на несколько недель. Представляете, каково это прийти к умирающему богу и играть для него, глядя ему в глаза? Это вам не в интернете лайки собирать. Трогательное, я вам доложу, страница биографии. Чистейшей воды сентиментальное кино. Но Нью-Йорк город суровый, он сантиментов не прощает. Дилану предстояло в этом муравейнике не просто выжить, а прижиться. Он прописался в Гринвич-Виллидж, этом заповеднике битников, поэтов и прочих гениальных чудаков. Там в прокуренных кафешках ему давали петь. Но вот что мне кажется особенно пикантным в этой истории. Один старый фолк-сингер Дэйв Ван Ронг как-то обмолвился воспоминанием. Боба, мол, приглашали выступать в Gaslight тогда, когда народу набивалось слишком много. Представляете? Не как украшение вечера, не как гвоздь программы, а как средство дезинсекции. Ой, что-то публики многовато, давай-ка выпустим Циммермана с его гнусавым голосом, авось разойдутся. Idiot me. Throw it every time you move your mouth. В июле 61-го некий Роберт Шелтон, музыкальный критик, который, видимо, устал писать про очередных поющих соловьев, забрел в какой-то клуб и увидел там это чудо. И на радио, представляете, выдал в эфир характеристику. Мол, есть такой парень, 20 лет, странный, бормочет что-то захватывающее и вообще последователь Вуди Гатри. То есть уже тогда в этом первом публичном упоминании промелькнуло это слово «странный». Но странный не в смысле «идите отсюда», а в смысле «присмотритесь-ка, господа хорошие, это что-то новенькое». И в том же июле Боб уже тусуется в студии, дует свою губную гармошку на записи альбома некой фолк-певицы Каролин Хестер. И тут-то его и замечает матерый музыкальный волк Джон Хэммонд из Columbia Records. У этих продюсеров, знаете, нюх как у собак-ищеек. Хэммонд сразу смекнул, в этом несуразном парне что-то есть, и пригласил его на прослушивание. И вот март 62-го года выходит первый альбом. Называется просто и без затей «Боб Дилан». И что вы думаете? Там по большей части кавер-версии старых блюзов, которые и так уже пел весь белый свет. И только две жалкие авторские песенки. Пластинка, я вам доложу, вышла, как сейчас говорят, ни о чем. Многие крутили пальцем у виска. И это гений? Да он петь не умеет. Но Хэммонд, старый лис, не дрогнул. Он поставил не на сиюминутный хит, а на потенциал. На то, что парень этот не просто очередной певец, а человек, который несет с собой новое время. И знаете, он оказался прав как никогда. Дилан стал тем самым рупором, через который заговорило назревающее бешенство общества. Вьетнам, расовая сегрегация, права чернокожих – все это до него было где-то на периферии поп-культуры. А тут вдруг оказалось, что под гитару можно не только про то, как ты ушла, я страдаю, но и про то, что правительство дураки, а война — это бойня. И это, заметьте, сразу отразилось даже в серьезной прессе. В 1966 году журнал «Иностранная литература» публикует даже материал с заголовком «Президент Джонсон и две культуры». И там есть замечательный пассаж. Я его прямо процитирую, запомните.
Пока не появился Боб Дилан, большинство наиболее популярных песен составляли слезливые жалобы подростков на несчастную любовь. Но теперь, до удивления, большое число самых популярных пластинок составляют песни о войне, международной политике и бедности. Вдумайтесь, дорогие друзья, один человек с гитарой смог изменить не просто жанр, а саму суть того, о чем поет популярная музыка. Вот что значит быть голосом времени. Dear paupers and peasants and princes and kings. Ну вот, дорогие мои, мы подобрались к тому месту, где гитара откладывается в сторону и начинаются разговоры про любовь. Потому что рассказывать о великом музыканте и не заглянуть ему в душу, в его личную жизнь, это все равно, что читать меню и не знать, что за вкус у этих самых блюд. Первая серьезная любовь Дилана – художница по имени Сьюз Роттелла. Они встретились в 1961 году, когда Боб еще только-только обживал Нью-Йорк, жевал свой сэндвич и спал на чужих диванах. И многие из вас, я уверен, эту девушку видели, даже если никогда не слышали ее имени. Помните эту знаменитую обложку альбома, где они с девушкой идут по заснеженной улице, прижавшись друг к другу? Молодые, красивые, и кажется, что весь мир у их ног. Так вот это она и есть, Сьюз. Но, как это часто бывает в жизни гениев, музы оказалось недостаточно внимания. Слишком много места в голове у Боба занимали рифмы, гитарные переборы и мысли о том, как перевернуть этот мир. А девушке, видимо, хотелось просто тепла и присутствия. И она, махнув рукой на все эти художества, укатила в Италию. Представляете, бросила будущего нобелевского лауреата ради итальянского солнца. И вот тут, мои хорошие, включается главный механизм поэта. Боль переплавляется в искусство. Дилан, который, как любой нормальный мужчина, страдал и места себе не находил, сел и написал одну из самых щемящих трогательных песен. Там все эти письма, разлука, море, тоска, чистейшей воды исповедь. Если хотите знать, где кончается Циммерман и начинается Дилан, послушайте эту вещь. Ну что, вот мы и добрались до альбома, который, как говорят в Одессе, сделал погоду. 63-й год. Та самая The Freewheeling Bob Dylan. Пластинка, на которой появились те самые песни, что потом будут петь на всех углах, на всех маршах и во всех университетских общежитиях. Blowing in the Wind, про войну, про свободу, про равенство. Masters of War, такой увесистый кирпич, брошенный в огород военных промышленников. И Hard Rain Gonna Fall, про которую критик Джон Брим сказал: это ж, батеньки, чистая аллегория ядерного холокоста. И вот тут, внимание, начинается самое интересное, потому что пока все вокруг, от студентов до журналистов, записывали Дилана в главный политический рупор поколения, сам Боб, представьте себе, имел на этот счет свое собственное мнение. И он, как человек с характером, не раз пытался достучаться до общественности. «Ребята, вы не туда гребете!» Он говорил примерно следующее: «Я не считаю себя певцом протеста. Просто случилась какая-то фигня, и меня в это записали. Я и не думал, что против чего-то протестую. Примерно как Вуди Гатри не протестовал. Я его никогда певцом протеста не считал. И знаете, в этом весь Дилан. Ему, понимаете ли, было свойственно проводить черту между тем, что есть на самом деле, и тем, чем это пытаются нагрузить умные с блокнотами. Он не сидел, не выдумывал глубокие подтексты, не закладывал в каждое словечко по 3 политических ребуса. Он просто выражал то, что видит вокруг, что чувствует, что слышит, выходя на улицу. И если вокруг война и несправедливость, так о них и песни. Но это не протест, это просто честный взгляд. Он сколько раз пытался объяснить и слушателям, и этой назойливой прессе: не ищите там того, чего нет. Не делайте из моих текстов головоломки, где есть только один правильный ответ. И уж тем более политический. Но куда там? Раз пошла такая мода быть певцом протеста, значит, будешь им. Даже если ты поешь про то, что на завтрак съел бутерброд. Такая вот забавная штука — слава.
она вешает на тебя ярлыки быстрее, чем ты успеваешь снять с себя пальто. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным, добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Ах, любовь, любовь. Она, знаете ли, как губная гармошка, вечно то теряется, то забивается пылью, то вдруг выдают такие рулады, что сердце заходится. И сердце нашего героя, видать, долго в одиночестве не скучало. Вскоре после Сьюз на горизонте появилась новая муза. И какая! Джоан Баэс. Для тех, кто не в курсе, это был не просто голос, это был голос чистый, высокий, как колокольчик, и при этом железобетонный характер. Она уже вовсю гремела на фолк-сцене, когда Дилан только-только начинал расталкивать локтями посетителей нью-йоркских клубов. И вот они встретились. Два одиночества, два фолк-гиганта, два, ну, вы поняли. Союз получился не только любовный, но и, как сейчас говорят, коллаборационный. Джоан, будучи девушкой с отличным вкусом, быстро смекнула, что этот чудаковатый парень с гнусавым голосом пишет такие тексты, что мурашки по коже, и начала петь его песни. Ту же Blowing in the Wind, например. Представляете, она брала дилановские, порой корявые, но гениальные строчки и нанизывала их на свой хрустальный вокал. Получалось интересно, очень интересно. И казалось бы, вот оно счастье, две звезды сошлись, светят друг другу и миру. Но, как говаривал классик, нет повести печальнее на свете, чем музыка двух фолк-певцов. И к 65-му их роман сошел на нет. Почему? Да кто ж теперь разберет. Может, характерами не сошлись, а может, творческие амбиции перевесили, может, просто поняли, что вместе им тесно на одной сцене жизни. Before it's washed to the sea, how many years must some people exist before they're allowed to be free? А время-то, дорогие мои, бежит. Если в часах песок пересыпается быстро, то у Дилана в те годы пластинки сыпались на прилавки еще быстрее. 64-й год и сразу 2 альбома. Представляете, какой удар по кошелькам меломанов? Но они, как истинные фанаты, терпели и раскошеливались. Первый альбом тут все чинно, благородно, как завещали старики. Протест, борьба, социальное неравенство, расовые проблемы. То есть, если вы хотели погрустить о судьбах мира и погрозить кулаком истеблишменту, этот альбом был вашим флагом. Гитарка, губная гармошка, голос с наждаком, все как мы любим. И тут же буквально следом следующий. И начинается самое интересное. Потому что этот альбом, записанный, заметьте, всего за один день, он уже совсем другой. Там, извините меня, ритм-блюз. Дилан, понимаете ли, решил, что политика — это хорошо, но душа-то хочет праздника.
или хотя бы просто другой музыки. И вот тут его старые поклонники, те самые, что ходили на него как на пророка и борца за гражданские права, схватились за голову. «Как же так?» — вопрошали они. «Где протест? Где гражданская позиция? Ты что, продался, Боб?» А он, представьте себе, просто устал быть плакатом. Решил показать, что он не только политический памфлетист, но и просто человек, который может петь о чем угодно. Да хоть о любви, хоть о том, что у него болит душа без всякой политики. И что вы думаете? Часть фанатов, конечно, отвернулась, но на их место пришли новые. Те, кому надоело, что из каждого утюга им вещают про борьбу. Те, кто хотел просто хорошей музыки. Дилан в это время превращался в настоящую звезду. Его портреты украшали стены, ну если не у каждого, то у каждого второго меломана точно. А билеты на его концерты разлетались так, будто это были не просто выступления, а явления Христа народу. Что, в общем-то, для того времени и той аудитории так оно и было. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Ну что, дорогие мои, добрались мы до того самого момента, когда Циммерман окончательно порвал шаблон и устроил скандал на всю Америку. Потому что, понимаете ли, быть узким специалистом — это не про него. Дилан всегда открещивался от ярлыков, как черт от ладана. Ему, видите ли, было тесно в рамках фолка. Тесно, представляете, ему, у которого эти самые бородачи уже почти причислили к лику святых народной музыки, вдруг захотелось расширить горизонты. И он начал, ну, как бы это помягче, эволюционировать. Обул ботинки, как у Битлз. Это, видимо, по тем временам считалось крамолой похлеще, чем сжечь флаг. Взял в руки электрогитару и собрал рок-группу. Выдал пластинку «Bringing It All Back Home». Старые песни, но в новых аранжировках, с электричеством, с драйвом. И тут, как вы понимаете, началось светопредставление. Поклонники, те самые, что носили его на руках как пророка социальной справедливости, схватились за сердце. Им-то нужно было, чтобы он и дальше строчил протестные гимны, а он, понимаешь, в ритм-блюз ударился. Вы представляете масштаб трагедии? Человека, которого они считали знаменем, обвинили в том, что он продался попсе. Надо сказать, что эти фолк-сингеры, они же как наши барды, только с американским акцентом. Та же акустика, те же социальные подтексты, но снобизма вагон и маленькая тележка. Они себя считали хранителями истинной народной музыки, а на поп-музыку смотрели как на что-то недостойное, продажное, низкое. А тут их любимец, который когда-то покорил их своей разговорной манерой и стихами, он вдруг переметнулся на сторону врага. А враг, между прочим, уже давно поглядывал на Дилана с вожделением. Группа The Birds взяла его Mr. Tambourine Man и сделала хит. The Animals спели House of the Rising Sun, песню, которую, между прочим, Дилан популяризировал. То есть его материал уже вовсю гулял в рок-н-ролльной среде, а он сам все еще числился по фолк-ведомству. И в этот момент истины, Ньюпорт 65-й, Дилан бледный, злой, огрызается на выкрики Иуда и в ответ врубает такую вещь, которую спустя почти 40 лет назовут величайшей песней всех времен. Like a Rolling Stone. Вы только слушайтесь в название. Катящийся камень. Это же наше перекати поле, бродяга. В песне история про девушку, которая слетела с социальных вершин в самую грязь. Каково это быть одной, без дома, как полное ничто, как настоящий бродяга, ехидно вопрощает Дилан. И этот текст, полный язвительной поэзии, он наложил на мощный рок-бит, 6-минутный эпик. Представляете, по тем временам это было самоубийство. На 45-ке больше 3 минут никогда не ставили, а тут 6. Производители синглов плевались, но рискнули.
И что вы думаете? Сингл вышел и рванул вверх по чартам, как ракета. Остановить его смогло только, кто же еще? Конечно, Битлз со своим Help. Они тогда были непобедимы, но сам факт. 6-минутная электрическая поэма в хит-параде. Это был момент, когда танцевальная музыка про мальчиков и девочек вдруг повзрослела, сломала свою подростковую скорлупу и заговорила о жизни всерьез. Брак поэзии с роком совершился, и плоды этого брака мы, дорогие мои, пожинаем до сих пор. И тут словно сама судьба решила вмешаться. 66-й год. Мотоциклетная авария. Серьезная, между прочим. Дилан, по его собственному признанию, хоть и пострадал изрядно, но в глубине души даже вздохнул с облегчением. Представляете? Чтобы отдохнуть от славы, от этого бешеного ритма, от полугодовых туров и вечного давления, надо было чуть не убиться на мотоцикле. Вот она, цена популярности. Он уединился, залечивал раны, собирал материал, экспериментировал и в 67-м выдал на гора альбом «Джон Уэсли Хардин». И тут, дорогие мои, началось новое светопредставление, потому что на этой пластинке Дилан замешал рок с кантри. Получился гремучий коктейль, который потом назовут кантри-роком. Целое направление в мировой музыке, между прочим. И что вы думаете? Поклонники те самые, что только-только привыкли к его к электрическому периоду, снова схватились за голову. «Кантри!» — вопрошали они. «Ты что, Боб, совсем с катушек слетел? Это же музыка для фермеров и ковбоев!» Но Дилану, как вы уже поняли, было глубоко плевать на ожидания публики. Он делал то, что считал нужным. И как это часто бывает, потеряв одних почитателей, он приобрел других. Дилан, видимо, решил, что шуметь и сотрясать воздух — это, конечно, хорошо, но душа-то просит покоя. И куда, скажете на милость, податься американскому музыканту, который хочет покоя? Правильно, в Нэшвилл, столицу кантри. В город, где каждая вторая вывеска обещает вам настоящую музыку для настоящих людей. И вот апрель 69-го. Выходит альбом Nashville Skyline. И мир, заметьте, в это время стоит на ушах. Вьетнам полыхает, студенты протестуют, хиппи призывают к любви, а психоделический рок и тяжелый блюз разрывают динамики. Все ждут от Дилана, пророка, автора сложных метафор, голоса поколения, чего-то такого же, еще более острого, еще более протестного. И что же он выдает? Самый спокойный, самый уютный, самый, я бы сказал, пасторальный альбом в своей карьере. Вы представляете реакцию? Это как если бы Маяковский вдруг начал писать стихи про бабочек и ромашки. Первое, что бросается в уши, это голос. Тот самый знаменитый дилановский, носовой, резкий, въедливый голос, которым он словно буравил ваше сознание, он исчез. Вместо него мягкий, бархатистый, почти эстрадный баритон. Кроунинг, как говорят знатоки. Критики и фанаты в панике. Что случилось? Это пародия? Он травмировал связки той аварии? Или это какой-то тонкий стёб? А Дилан, как человек простой, даже где-то приземленный, потом объяснил: «Ребята, да вы что? Я просто бросил курить, голос и упал». И действительно, оказывается, иногда для чуда достаточно просто отказаться от вредной привычки. Альбом звучит как теплое утро где-нибудь на ферме. Никакой агрессии, никаких сложных аллегорий. Продюсер Боб Джонстон постарался создать чистое воздушное звучание. Акустические гитары, педальная слайд-гитара Пита Дрейка, который так и просится куда-нибудь на веранду с видом на кукурузное поле. Мы с вами уже знаем, что наш герой — человек увлекающийся. После Джоан Баэс в его жизни были и другие музы. Актриса Эдди Седжвик, девушка из высшего общества, которая, как водится, искала в богемной жизни чего-то настоящего. Юная певица Дана Гиллеспи, тут, видимо, Боба привлекла свежесть и юность. И, наконец, очаровательная Сара Лоунс.
Модель журнала Playboy, между прочим. Вот это уже был серьезный улов. Сара, в отличие от предыдущих увлечений, сумела зацепить Дилана надолго. Они поженились. И Боб, как человек чувствительный и поэтичный, посвятил своей законной супруге композицию с красивым названием «Печальноглазая леди низменности». Романтика, понимаете ли, высший пилотаж. Этот брак подарил Дилану 4 детей, и среди них Джейкоб, который, как водится, пошел по стопам отца и тоже занялся музыкой. Гены, знаете ли, не пропьешь, даже если очень стараться. Казалось бы, вот оно, семейное счастье. Дом полная чаша, дети растут, жена красавица. Но к 70-м годам до Боба дошла простая и горькая истина. Женщина, которая рядом с ним, совершенно его не понимает. А для человека, который привык выражать себя через творчество, это, я вам доложу, катастрофа похлеще, чем провал в Ньюпорте. И что сделал Дилан? Правильно. Расторг брак и, как говорится, пустился во всетяжкие. Тут и объяснять ничего не надо. Каждый, кто хоть раз переживал развод, знает это состояние. Когда все надоело, когда хочется забыться, и когда кажется, что впереди только пустота и свобода. Или свобода и пустота. Это уж кому как повезет. With your silhouette, when the sunlight dims into your eyes, where the moonlight swims, with your matchbook songs and your gypsy hymns, among them would try to impress you. Начало 70-х. Эпоха, когда хиппи потихоньку снимают цветочки с волос и начинают задумываться о том, где взять денег на квартиру. И вот в это самое время поползли слухи, что наш герой, мол, и списался. Выдохся, творческий кризис, понимаете ли. И действительно повод был. Альбом Self-Portrait, вышедший в июне 70-го, публика и критики встретили так, будто им вместо обещанного ужина подали тухлую рыбу. Каверы, концертные записи, какие-то странные аранжировки. Многие тогда сказали: все, Боб допрыгался. Это творческое самоубийство. Шума было много, криков еще больше. Но не таков наш герой, чтобы сдаваться. Всего через 4 месяца, в октябре того же года, он выпускает New Morning. И тут, как говорится, диаметрально противоположная реакция. Альбом, который стал актом реабилитации, понимаете ли. И что интересно, к этому времени у Дилана родился сын Иессей. И в музыке вдруг появилось что-то новое. Какое-то тепло, какой-то свет. Дилан больше не пророк-бунтарь, который мечет громы и молнии со сцены, и не затворщик, уединившийся в Нэшвилле с кантри-гитарой. Он просто человек. Человек, который пишет песни о простых вещах, о радостях, сомнениях, надеждах, о том, что волнует любого нормального мужика, у которого только что родился ребенок. Ну что ж, дорогие мои, мы добрались до песни, которую, кажется, знают даже те, кто вообще не знает, кто такой Дилан, которая пережила десятки каверов, но так и осталась нетленной. Knocking on Heaven's Door, стучась в небесную дверь. И ведь забавная судьба у этой вещи. Дилан написал ее не для себя, а для кино. Для вестерна «Пэт Гэрретт и Билли Кид» 72-го года выпуска. Фильм про двух бывших корешей, которые оказались по разные стороны закона. Билли Малыш – личность, между прочим, историческая. Легендарный бандит Дикого Запада. Никак не желает угомониться. А угомонить его берется Пэт Гэрретт, его бывший подельник, а ныне шериф. Красивая история, ничего не скажешь. Сценарист Руди
Вурлицер позвал Дилана писать саундтрек, а Боб, как человек увлекающийся, не только музыку сочинил, но и засветился в кадре. Сыграл роль второго плана бандита Элиаса. Работа, говорят, была адская. Дилан потом зарекся браться за такое, но, как говорится, нет худа без добра. Именно там родилась эта песня. И вот что интересно, при всей своей кажущейся простоте, при всей этой повторяющейся последовательности аккордов, при этом гнусавом голосе и подпевках на заднем плане, она бьет прямо в сердце, потому что содержание ее, несмотря на легкую метафоричность, абсолютно однозначно. Это ощущение человека, стоящего на пороге смерти. В фильме она звучит в сцене, где смертельно раненый шериф идет умирать на берег реки. И этот нак-нак-нак в припеве, он же по-нашему, по-простому, тук-тук-тук, стук в дверь, за которой уже ничего нет. Или есть все. Окончательную версию записали в 73-м, через год после выхода фильма. И вот что вспоминал барабанщик Джим Кертнер. Было раннее утро. Сессия началась в 10 часов. Певцы пели вживую орган, Роджер Магуин на гитаре. Это был первый раз, когда я плакал во время игры. Дело в сочетании слов, голоса Боба, музыки и сцены, для которой это писалось. У нас на стене висел большой экран, на котором шел фильм, когда мы играли. Я плакал все время, пока шла запись. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Сингл занял 12 место в Штатах. Скромно, но достойно. А потом пошли каверы, их было много. Самый известный 91 год Guns N' Roses, тоже 12 место в Америке, кстати. Все там роскошное, и гитарные соло, и вокальные изыски. Но, как по мне, слишком много нарциссизма, слишком много кривляния. У нас так частенько Высоцкого перепевают. Вроде все громко, все мощно, а души нет. А песня-то, напомню, о смерти. О последней черте тут не до самолюбования. Недаром говорят, Knocking on Heaven's Door – одна из самых популярных песен, которые заказывают на похоронах. И когда рокер Уоррен Зиван, смертельно больной раком легких, записал ее в 2003-м, накануне своей кончины, это прозвучало как самая настоящая эпитафия себе самому. И, наверное, это был самый честный кавер из всех. I feel I'm knocking on heaven's door. После альбома Planet Waves и большого тура, который, между прочим, назвали самым прибыльным в истории рок-музыки, Боб мог бы почивать на лаврах, мог бы выпустить очередной сборник каверов или экспериментов, но нет. Январь 75-го. Blood on the Tracks. Альбом, который многие называют его величайшим достижением. И знаете, я, пожалуй, подпишусь под каждым словом. Это не просто коллекция песен, это эмоциональная автобиография. Это дневник человека, у которого разваливается брак, жизнь, как водится, внесла коррективы в романтические сценарии. История записи отдельного стоит. Сначала Нью-Йорк, сентябрь 74-го, потом через пару месяцев Миннеаполис, и вот тут включается семейный фактор. Брат Дилана, Дэвид Циммерман, убедил Боба переписать некоторые треки. «Верни душу», — сказал брат, и Дилан вернул. Та версия, что мы знаем, это плод этой братской заботы. Хорошо, когда в семье есть кому сказать правду. Альбом звучит как ночной разговор на кухне, когда гости уже разошлись, посуда не мыта, и вы сидите при тусклом свете и говорите сами с собой. Акустическая гитара, гармоника, чуть-чуть баса и легких ударных. Никакого пафоса. Никаких студийных ухищрений. Минимализм, который бьет наотмашь. И тексты. Боже мой, эти тексты. Дилан здесь достиг новой глубины. Он мешает личное и универсальное так, что уже непонятно. То ли он про себя рассказывает, то ли про каждого из нас. Временные линии скачут, воспоминания накладываются друг на друга, как обрывки разговоров после большой ссоры. Вы слушаете и чувствуете этот запах. Запах крови на рельсах, кровь на путях,
успех был колоссальным. И неудивительно, потому что когда человек говорит правду, особенно такую горькую правду о себе, это всегда находит отклик. She turned around to look at me as I was walking away. Ну что ж, дорогие мои, мы добрались до того самого момента, когда Дилан окончательно добил свою аудиторию. Если электрический Ньюпорт был шоком, если кантри-период был недоумением, то тут наступил полный, как это бы помягче, разрыв шаблона. 79-й год. Slow Train Coming. И на этом поезде Дилан уезжает прямиком в христианство. Да, вы не ослышались. Тот самый бунтарь, голос поколения, автор протестных гимнов, вдруг становится яростным борцом за нравственность, против порнографии, против проституции и за веру в Бога. Представляете реакцию старых хиппи? Ведь песни там, между прочим, отличные. Gotta Serve Somebody даже получила Грэмми за лучшее мужское вокальное рок-исполнение. Там есть мощь, есть драйв, есть тот самый дилановский напор. Но публика взвыла, потому что, понимаете, от пророка ждут пророчеств, от бунтаря ждут бунта. А тут все мы должны кому-то служить, либо дьяволу, либо Господу. И это уже не протест, это проповедь. А проповедников, знаете ли, слушают в церкви, а не в концертных залах. И Дилан, как человек последовательный, пошел до конца. Он перестал играть старые хиты на концертах. Вообще, представляете? Вместо этого он просто размышляет о вере, рассказывает, как он пришел к Богу, поет новые песни на библейские темы. Результат — полная фиаско. Залы пустели, фанаты уходили, критики рвали на себе волосы. Дилан, который только что выпустил гениальный Blood on the Tracks, вдруг превратился в религиозного фанатика. Следующие альбомы этого периода тоже оказались провальными, потому что публика, знаете ли, консервативна. Она хочет, чтобы кумир был таким, каким она его придумала. Но в это время Дилан не просто музыкант, а живая легенда. Памятник самому себе, который, правда, упорно отказывается стоять на постаменте. Публика, конечно, поостыла. Христианский период многих отпугнул, но наш герой не из тех, кто вешается на гвоздь, когда падают продажи пластинок. И вот 85-й год. Внимание, Москва! Да, столица нашей необъятной родины. Дилан приезжает в СССР и дает концерт. И что вы думаете, пока официальные лица морщили носы, а идеологически подкованные критики писали разгромные статьи, в это самое время молодые советские музыканты сидели в зале с открытыми ртами, потому что они увидели живого бога, того самого, чьи песни они слушали на западных пластинках, добытых с риском для жизни. И началось влияние. Майк Науменко, Гребенщиков, все они впитали эту манеру, этот гнусавый, но пронзительный вокал, эту свободу, эту поэзию. Дилан, сам того не ведая, стал крестным отцом русского рока. Ирония судьбы, не правда ли? А дальше больше. 88 год. Дилан объявляет о старте бесконечного турне. И это, заметьте, не фигура речи. 3000-е выступление в рамках этих гастролей состоялось в 2019-м. 3000 концертов. Человек просто взял и превратил свою жизнь в бесконечную дорогу. Как тот самый Роллинг Стоун. Как перекати поле, только с гитарой и губной гармошкой. И в том же 88-м случилась история, которая лично меня умиляет до глубины души. The Traveling Wilburys. Супергруппа, которая родилась совершенно случайно. Понимаете, просто по-дружески. Джордж Харрисон записывал би-сайд для сингла и позвал Джеффа Лина помочь с продакшеном. Потом решили, что нужна гитара. Позвали Тома Петти.
А студия, как назло, находилась рядом с домом Боба Дилана. Ну, зашли и за ним чайку попить, а заодно и гитару захватили. А когда узнали, что Рой Орбисон тоже свободен, пригласили и его. И вот представьте, 5 мужиков, каждый из которых в одиночку собирал стадионы, собрались на кухне, ну, в студии, и начали просто играть для души, без контрактов, без грандиозных планов, без продюсеров, которые дышат в спину. Просто гитары, дружеский смех и чувство юмора. Так родилась одна из самых невероятных супергрупп в истории. За 2 года они выпустили 2 альбома, и музыка там чистая радость, потому что когда великие музыканты собираются не зарабатывать деньги, а кайфовать, получается именно так. Легко, воздушно и навсегда. Рой Орбисон, к сожалению, вскоре ушел, но Вилберис остались в истории как пример того, что даже легенды умеют быть просто друзьями. И это, пожалуй, дороже любых Грэмми. Well, it's alright. We're going to the end of the line. Время идет, а Дилан не сдается. 90-е, эпоха странная. Гранж, альтернатива, все такое. А наш герой, которому уже за 50, продолжает выпускать сольные альбомы. Да, былого ажиотажа нет. Да, стадионы уже не собирают так, как раньше. Но пластинки исправно попадают в чарты. Потому что Дилан — это Дилан. Его слушают не потому, что модно, а потому, что это часть культурного кода. И в 91-м новая Грэмми. На этот раз за вклад в музыку. А в личной жизни тем временем, ну, вы знаете, гением вообще трудно с женщинами. Дилан менял любовниц, как гитарные струны. Все искал ту самую, единственную, которая поймет, примет и не будет дергать по пустякам. И вроде бы нашел. Кэролин Деннис, бэк-вокалистка из его собственной группы. Где ж еще искать понимание, как не на сцене? Они поженились, в 86-м родилась дочь, Дезире Гэбриэль Деннис Дилан. Красивое имя. Казалось бы, вот оно счастье, но, как говорится, недолго музыка играла. В 92-м пара распалась, и с тех пор Боб считается завидным холостяком. Ну а в творчестве новый поворот. Альбом Road Gone Wrong. И тут Дилан снова удивляет, он возвращается к истокам, тем самым старым блюзом и фолку, с которых когда-то он начинал. Берет известные национальные хиты и дает им свою интерпретацию. И знаете, работает. Особенно баллада «Лон Пилгрим». Критики в восторге, меломаны тоже. I met the contagion and sank to the tomb. My soul flew to mansions on high. 97 год. Год, который мог стать последним в его биографии. Сердце, знаете ли, штука капризная, особенно у человека, который полвека таскал его по сценам и студиям. Госпитализация, врачи, капельницы. Но, как говорится, Бог хранит своих пророков. Все обошлось. И в том же году сюжет, достойный пера сатирика. Дилан едет в Болонью и слушает проповедь Папы Римского. А проповедь эта, заметьте, основана на словах его собственной песни «Blowing in the Wind». Представляете картинку? Папа Римский цитирует бывшего еврейского мальчика из Миннесоты, который когда-то пел в прокуренных клубах Гринвич-Виллидж. Мир сошел с ума? Или наоборот, наконец-то обрел гармонию? А дальше больше. Тот же 97-й, Белый дом. Билл Клинтон собственной персоной. Дилану вручают награду центра Кеннеди. Президент жмет руку бывшему бунтарю, который когда-то писал песни, от которых у властей придержащих начинался тик. Ирония судьбы, не правда ли? Но самое удивительное, что после всех этих почестей Дилан не успокоился. Не почил на лаврах, он выдал пластинку Time Out of Mind. И тут, как говорится, старый конь борозды не испортил. А в 99-м вообще триумф. Оскар и Золотой глобус за песню Things Have Changed к фильму «Вундеркинды». Представляете, человек, который начинал с губной гармошки и протестных песен,
получает главную кинонаграду планеты. И поет там, между прочим, о том, как все изменилось. И никто не спорит, потому что действительно все изменилось. И Дилан изменился вместе со временем. Или время изменилось вместе с ним. People are crazy and times are strange. I'm locked inside, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Ну, вот мы добрались до того момента, когда Дилан из просто музыканта превращается в персонажа, в героя фильмов, в объект исследований, в миф, который уже невозможно отделить от реальности. А ведь начиналось все скромно. В молодости Боб баловался кино. То саундтрек напишет, то в кадре засветится. «Реналдо и Клара». Фильм, который он сам снял, между прочим. 4-часовая эпопея, где он играет самого себя и не только. Пэт Гэрретт и Билли Кид. Там мы его уже видели в роли бандита Элиаса. И, конечно, песни. Больше 600 картин используют его музыку. 600! Это вам не хухры-мухры. Но главное началось позже, когда сам Дилан стал историей. 2005 год. Мартин Скорсезе. Да, тот самый маэстро, гений, человек, который умеет показывать на экране ровно столько правды, сколько нужно, чтобы зритель поверил. Берется за фильм «Нет пути назад». Боб Дилан. 5 лет жизни, 61 по 66, от переезда в Нью-Йорк до той самой мотоциклетной аварии, которая едва не поставила точку. И знаете, что в этом фильме удивительно? Скорсезе сумел передать не просто биографию, он передал эпоху. Потому что через Дилана, через его переживания, через его метания, от фолка к электричеству, от славы к скандалу, мы видим целый мир. Америку 60-х. Войну во Вьетнаме, движение за гражданские права, рождение контркультуры, и все это через одного человека с губной гармошкой. А потом был Тодд Хейнс с фильмом «Меня там нет», 2007 год. И тут, дорогие мои, начинается полный сюрреализм. Потому что Дилана в этом фильме играют 6 актеров. 6. Мужчины, женщины, чернокожие, белые. Каждый как воплощение одной из дилановских ипостасей. И Кейт Бланшетт, переодетая Диланом, получает Оскар, представляете? Женщина получает награду за то, что сыграла мужчину, который когда-то сам играл множество ролей. Просто какой-то замкнутый круг постмодернизма. А в 21-м «Мавританец». Фильм про Гуантанамо, про пытки, про несправедливость. И там в саундтреке «The Man in Me». Песня, которая когда-то была просто про чувства, вдруг приобретает новые смыслы в контексте тюремных стен и сломанных судеб. Ну что ж, дорогие мои, новый век, новые технологии, новые звезды, которые гитару-то в руках держать не умеют, а только под фонограмму рот открывают. А наш герой, которому уже за 60, выдают пластинку в 2001, и тут опять сюрприз. Джаз, понимаете ли? Дилан решил попробовать себя в джазе. Ну как джаз, скорее там смесь всего подряд, но с джазовыми нотками. И ведь получилось. Никто не ждал, никто не просил, а он взял и сделал. I was raised in the country. I've been working in the town. I've been in trouble ever since I set my suitcase down. Got nothing for ya. I had nothing before. I don't even have anything for myself anymore. А в 2006-м Modern Times. И тут критики дружно загалдели. Ой, голос стал грубее, возраст сказывается. А вы что хотели, дорогие мои, человеку за 60? Он имеет право, чтобы голос звучал как выдержанный виски, а не как лимонад. И заметьте, грубый голос не помешал альбому стать популярным. И даже Грэмми получить за лучший сольный рок-проект. И что характерно, он не пытается быть молодым, не поет про то, что ему 25, не надевает кожаные штаны в облипку, он просто делает свое дело, поет свои песни. Just walking through this weary world of woe. Hot burning, still yearning. No
Поэтичность текстов, которую постоянно отмечали критики, подарила Бобу Пулитцеровскую премию. Эта награда показала влияние, которое артист оказал на мировую музыкальную культуру. А в 2012-м Белый дом, Барак Обама собственной персоной вручает Дилану президентскую медаль свободы, высшая гражданская награда США. И тут 2016, Нобелевская премия по литературе. И начинается цирк. Представляете картину? В Стокгольме заседают академики, чокаются шампанским, пишут торжественные речи, а в Лас-Вегасе в это время Боб Дилан спит. Да, вы не ослышались. Человек, которому только что присудили самую престижную литературную награду планеты, мирно дрыхнет после концерта и узнает о своем величии только утром из новостей. Но надо отдать должное, к литературе он относился серьезно всегда. Еще в 66-м, когда мир сходил с ума от его электрических экспериментов, Дилан выдал роман «Тарантул». Поток сознания, сюрреализм, все как мы любим. Правда, критики оценили своеобразно. А в 2003-м книгу вообще включили в рейтинг 5 самых непонятных предложений, написанных музыкантами. Представляете? Сам Дилан, кстати, сравнивал свой опус с «Пишу, как пишется» Джона Леннона. Типа, мы оба баловались, но нам можно. Однако второй литературный опыт оказался куда удачнее. 2004. Автобиография «Хроники». Тут Дилан решил не экспериментировать с формой, а просто рассказать о первом годе в Нью-Йорке. О том, как он приехал, как искал себя, как ночевал на чужих диванах. И получилось. Вторая строчка в списке бестселлеров. Номинация на национальную книжную премию. Критики дружно зааплодировали. Оказывается, когда Дилан пишет просто и честно, это работает не хуже, чем сложные метафоры. И, наконец, 2022. Философия современной песни. Тут уже Дилан выступает как критик. 66 эссе о творчестве других музыкантов. Представляете, того, кого полвека анализировали, сам взялся за анализ. И, судя по отзывам, получилось достойно, потому что когда Дилан о чем-то говорит, даже если это чужие песни, это всегда немного про него самого. Well, you've used the phones at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Июнь 20-го. Мир сидит по домам, маски, перчатки, социальная дистанция, апокалипсис в миниатюре. И в этом замкнутом пространстве, где время замерло, 79-летний Боб Дилан, человек, который уже давно мог бы почивать на лаврах и переиздавать старые хиты, вдруг выдает новый альбом. Первый альбом оригинального материала за 8 лет, заметьте. И это не просто пластинка, это завещание. Это подведение черты под тем, что было. Человек, который пережил 6 десятилетий на сцене, который видел взлеты и падения, которого любили и ненавидели, которого называли пророком и предателем, он садится и пишет песни о жизни и смерти. О том, что остается, когда уходит все остальное. Там есть и нуарный клип на False Prophet, есть размышления о Джонни Кеннеди, есть что-то такое, от чего мурашки бегут по коже. А дальше новость, от которой у музыкальных бизнесменов случился инфаркт. Дилан продает права на все свои композиции Universal за $300 миллионов, если верить слухам. 300 миллионов, представьте. Человек, который когда-то пел про то, что деньги не главное, продает свое наследие за сумму, которой хватило бы, чтобы купить небольшой остров. И тут, знаете, можно по-разному трактовать. Кто-то скажет: продался старый пень, кто-то обеспечил семью, а кто-то скажет: просто устал от бумажной волокиты. Но мне кажется, дело в другом. Дилан всегда был человеком, который не оглядывался назад, который идет вперед, даже когда все кричат: «Стой, ты не туда!». Продажа каталога — это не прощание, это просто передача дел. Освобождение места для чего-то нового. Потому что, как вы думаете, перестанет ли Дилан быть Диланом от того, что его песни теперь принадлежат какой-то корпорации? Да ни на минуту. Он остается тем, кем был всегда.
бродягой с гитарой, который стучится то в небесную дверь, то в двери студий звукозаписи. I go where only the lonely can go. Мы с вами уже подумали, что все, финал, точка, занавес. А нет, Дилан, как тот самый катящийся камень, остановиться уже не может. Даже когда, казалось бы, куда катиться? Все уже сказано, все спето, все награды получены. Но нет, в июне 23-го года он выдает Shadow Kingdom. И тут, знаете, начинается самое интересное, потому что человеку за 80, он все еще ищет, все еще экспериментирует, все еще не дает нам, слушателям, успокоиться и почить на лаврах вместе с ним. Что такое Shadow Kingdom? Это не сборник старых хитов, как можно было бы подумать. Это радикальное переосмысление собственного наследия. Дилан берет песни, которые мы знаем наизусть, которые распеты до дыр, и делает с ними нечто странное и прекрасное. Он выворачивает их наизнанку, замедляет, углубляет, находит в них новые смыслы, о которых мы, признаться, и не подозревали. История проекта отдельного стоит. Сначала это был фильм, режиссер Альма Харрель. Черно-белая нуар-эстетика, актеры в стиле Касабланки. Дилан в полумраке, красиво, стильно, загадочно. Но когда студийные записи вышли отдельным альбомом, стало ясно, визуальный ряд тут не главное. Главное — это голос и песни, и то, как они звучат теперь. Название, кстати, позаимствовано у Роберта Говарда, того самого, что придумал Конана Варвара. «Тень королевства» — это у Говарда про древние миры и темные времена. Но у Дилана это обретает совсем иной смысл. Царство воспоминаний. Место, где прошлое и настоящее переплетаются так тесно, что уже не разобрать где и что. Где песни 60-х будто написаны вчера. Или наоборот, 100 лет назад. Ну что ж, дорогие мои, мы с вами проделали огромный путь. От еврейского мальчика из Миннесоты, который слушал по радио блюзы и мечтал о большом мире, до человека, которому рукоплескали президенты и которого цитировал Папа Римский. И знаете, что в этой истории самое удивительное? Что он никогда не был тем, кем его хотели видеть. Не был пророком для тех, кто ждал пророчеств. Не был бунтарем для тех, кто жаждал бунта. Не был святым для тех, кто искал святости. Он просто делал свое дело. Пел свои песни. Иногда плохо, иногда гениально. Но всегда честно. И сегодня, когда ему уже очень много лет, когда голос звучит как наждак по стеклу, когда давно уже не надо никому ничего доказывать, он все еще выходит на сцену, все еще берет в руки гитару, так что, мои хорошие, не прощаемся. Дилан еще не раз нас удивит. Может быть завтра, может быть через год, а может быть и через 10 лет. Потому что такие люди не уходят, они остаются в своих песнях. А песни эти, как известно, носятся по ветру. И ветер этот не стихает. Всего вам доброго, слушайте хорошую музыку и помните, даже если вам кажется, что все уже было, просто подождите немного, Дилан что-нибудь придумает.